Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у меня здесь три черные коробочки от Seiko. И Seiko уже много лет выпускает регулярно ограниченными сериями часы линейки Prospex Black Series, которые вдохновляются завораживающим миром ночного дайвинга. Черный корпус выражает темноту и тишину ночного океана, а оранжевый цвет вдохновлен огнями, которые его освещают. Ну и давайте по порядочку эти коробки открывать. Это у нас лимитки. Это, как видите, Prospex. Ограниченная серия. Здесь вот такая вот небольшая есть инструкция, как менять ремешки. Ну и, конечно же, самое главное... Смотрите, какая красотулечка-то. Так, ну ладно, давайте открываем все вместе. Все три модели здесь еще. Кто не любит Seiko, можете отписываться от моего канала, потому что Seiko любят в принципе-то все. Так, ну, я думаю, знатоки уже поняли, о чем идет речь, что это за часы, чему они посвящены и так далее. Но мы с вами, конечно же, пройдемся по порядку, потому что здесь у нас три современные интерпретации дайверских часов 65-го года, 68-го года и 70-го года. В каждой из этих моделей у нас находится калибр 6R35 на 24 камнях. Запас хода 70 часов. Здесь у каждой модели в комплекте есть дополнительный силиконовый ремешок в комплекте. 200 метров водозащита и сапфировое стекло у каждой модели опять же есть. Из этих трех моделей все выпущены ограниченным тиражом 5500 экземпляров каждая. В базе есть еще и вот такой вот красивый ремешочек НАТО, который создан с использованием традиционной японской техники плетения сэйчу. И в частности, она, кстати говоря, применяется для создания традиционного декоративного шнура оби-дзима, который удерживает пояс кимоно, например. Ну и, как видите, все часы черные, то здесь везде черное DLC покрытие. Ну и теперь давайте уже переходим у нас к обзору каждой из этих моделей. И начнем мы с первых часов Seiko Prospex SPB253J1. Ну, как видите, эта версия на самом деле как раз таки база, да, то есть они созданы на базе моделей Prospex 65 года. И, по сути дела, это такая современная интерпретация первых дайверских часов от Seiko 62 MAS. Такая круглый корпус, да, у нас заводная головка у отметки 3 часа. В этой версии, как видите, тоже акценты черный и оранжевый. Матовые часы с красивым, очень красивым корпусом и вот этим вот потрясающим ремешком, который отличается на самом деле от любого другого тканевого ремешка. Но здесь Seiko придумала, конечно же, красоту. И вот мне кажется, Seiko вот она может придумать что-то такое, связанное, да, с самураями, с историей, вот с японской культурой. И это всегда будет гармонично смотреться именно с часами. И это будет что-то новенькое. Вот смотришь на этот ремешок и понимаешь, да, он выглядит абсолютно по-другому. Это, конечно, классно. Да, это тот самый сейковский безель. Только у Seiko вот он такой мягкий, такой, с одной стороны, нежный, с другой стороны, очень такой четкий, уверенный. Я даже тут промахнулся. Вот так вот. Раз, два, три. Красота. Очень красивые часы, очень строгие. И, конечно же, это, наверное, не на повседнев, не на каждый день, потому что, ну, все-таки это редкость. Давайте быстренько по размерам. 40 миллиметров здесь по диаметру, по высоте 12,8 миллиметра. Ремешок сюда
20 миллиметров. В принципе, стандартный размер, можно посмотреть и сторонний, но в базе идет и каучук, в базе идет и красивый вот этот вот натовский ремешок с необычным плетением. 47 от ушка до ушка, так что это максимально такая вот стандартная версия в плане размеров. То есть подойдет, ну, абсолютно на любое запястье. Мое 18,5, как видите, сидят как литые просто. Посмотрите. Хороши, ой, хороши. Я вот все думал, с коричневым ремешком будет вот как надо или нет. Да, будет как надо. Он отличается по тональности от черного, и поэтому не так, как бы вот прям, знаете, когда глазу не за что ухватиться в плане ремешка и корпуса. Вот коричневый здесь прям в тему. Очень красиво. Слушайте, мне нравится. Прям круто. Молодцы. Вот эта версия очень хороша. Супер. Ну, Seiko любят все. И что касается второго ремешка, который идет в комплекте, резиновый, мягкий, четкий, вот тоже вот здесь такая фактура есть, как будто бы то самое плетение, да, на кимоно, на поясе. Мягкий. Ремешок-то хороший, ребятулечки, но мы идем дальше. И вторая модель сегодня это Seiko SPB 255J1. Здесь сразу понятно, что заводная головка у отметки 4 часа. И эта модель вдохновлялась Seiko 6159-7001 1968 года. И в отличие от предыдущих версий, она получила метки и стрелки несколько иной формы, а заводная головка сместилась в позицию 4 часа. Ну и здесь на безеле у нас оранжевым цветом выделяется не 15-минутный участок, а уже 20-минутный участок. Вот можно здесь как раз таки наглядно сравнить. Да. И видите, корпус несколько отличается. Здесь ушки уже стали гораздо более такими суровыми, такие ушки самурай, да, мощные и шире корпус, чем основная, чем безель, да, в этой версии. Поэтому здесь, конечно же, несколько по-другому. Ну и к тому же здесь и стрелки отличаются, и метки отличаются. Несколько уже другие часы. Я бы сказал, что эти более такие утонченные, что ли, эти более брутальные. Но давайте все-таки займемся уже второй моделью, которая у нас сегодня. Значит, здесь у нас дата тоже у отметки 3 часа. Здесь тоже Lumit Bright на метках и стрелках. И что касается размеров, то по безелю здесь 40 миллиметров тоже, да, казалось бы, но по корпусу уже побольше. По корпусу уже 42. Что касается высоты, 12,9 по высоте. По ремешку 20. И от ушка до ушка, полагаю, что будет несколько больше. Здесь 48,4. Ну и давайте опять же посмотрим, что касается моего запястья. Крупнее модель, носится как более крупная модель, и она является более крупной моделью. Я бы сказал, что здесь несколько больше в спорт. Ну, такая более брутальная, да? И, наверное, она даже более универсальна, потому что и на небольшое запястье, и на среднее, и, конечно же, на более крупное. Задняя крышка у этих моделей достаточно стандартная. Здесь указано, что лимитка, основные характеристики. Ну и здесь также есть логотип такой вот цунами на задней крышке. Ну и не могу не нарадоваться этому ремешку. Он, конечно, просто потрясающий. Просто потрясающий. Но этой модели, как мы уже говорили, тоже есть силиконовый ремешок в базе. Итак, номер 3 не по порядку и не по значимости, но по очереди в нашем сегодняшнем обзоре. Это модель Seiko Prospex Black Series SPB 257J1. Я думаю, что это, наверное, одна из самых узнаваемых моделей в истории вообще всех часов, всех дайверов. Особенно, если вы смотрели фильм «Апокалипсис сегодня», потому что, конечно же, эти часы это такой прямой потомок Seiko 6105-8110, которые известны также как часы капитана Уилларда, из-за того, что в кинокартине «Апокалипсис сегодня»
Их носил персонаж Бенджамин Уиллард, роль которого исполнил Мартин Шин. Японцы, кстати говоря, эту модель именуют иначе. Они называют ее часами Наоми Уэмуры в память о знаменитом путешественнике и альпинисте. Ну, видите, всем, как говорится, свое. И здесь, как вы видите, этот потрясающий безель от Seiko. Четкий, уверенный, мягкий, нигде, знаете, вот не режет, ничего, все очень-очень приятно. Ну, корпус здесь черепаха, сразу понятно. Давайте по размерам опять же пройдемся. Если мы говорим про безель, то 40 миллиметров. Если мы говорим про корпус, то вот по этой части 42 миллиметра. В целом, я бы сказал, что все эти три модели достаточно универсальные в плане размеров. Высота 12,7. По ремешку здесь 20. Ремешки здесь взаимозаменяемые. И от ушка до ушка 45,6. Ну что же, черепашка на моем запястье 18,5 выглядит следующим образом. Она крупная за счет того, что это в целом вот более такой широкий корпус. Это все-таки черепаха, поэтому носится она тоже немножко крупнее, чем она есть. Но если мы говорим про вот трое часов, которые мы с вами рассмотрели, я думаю, что черепашка где-то, наверное, посерединке стоит, потому что все-таки у нее короткие ушки. У нее, по сути дела, ушки очень сильно обрезаны, и поэтому сразу ремешок облегает корпус, в отличие, например, от модели с такими уверенными, длинными, мощными ушками с заводной головкой на 4 часа, да, SPB 255. Вот такие три модели, три лимиточки, и знаете, в итоге мы получаем, что у нас есть некий комплект. Сейчас вообще модно что-либо коллекционировать, а здесь вот вышел некий такой набор, причем набор в одной стилистике, потому что у нас здесь черный плюс оранжевый плюс белый, плюс схожие ремешки, да, заменяемые, характеристики похожие, поэтому это очень интересно. И это, знаете ли, уже вот такой вот, я бы сказал, набор коллекционера, потому что можно, в принципе-то, заиметь все эти трое часов. Спасибо, кстати говоря, Best Watch, которые дали на обзор эти редкие модели, да еще и в наборе. И, кстати говоря, в октябре, представляете, в октябре Best Watch уже исполнится 25 лет. 25 лет, кто бы подумал. Так что ребята работают очень давно уже. И, как видите, продолжают развиваться. Молодцы. Ну, что касается цен, да, я думаю, что это немаловажный момент. И каждая из этих моделей по отдельности у Best Watch стоит 119 тысяч рублей. И, кстати, у них есть интересная акция, такая необычная очень. Особенно необычная, я такого не встречал на российском рынке, что комплект из трех моделей, если вы возьмете сразу три модели, он будет стоить 297 тысяч рублей. То есть каждая за 99 тысяч рублей. То есть уже такой очень даже приятный, приличный скидос. И в целом я вот так покопался, посмотрел, ну, в России, конечно же, вообще нет этих часов, и даже если где-то за границей там заявлено, что они могут быть дешевле, то, опять же, доставка, таможка, риски, ну, и все такое, да, то есть это, ну, это как бы не вариант. Поэтому я думаю, что, знаете, такой интересный вариант либо в коллекцию, либо для фаната Seiko, естественно, либо в принципе, сообразить на троих и взять со скидосом, мне кажется, тоже очень даже такой приятный, неплохой вариант. Не, ну красота. Кстати, здесь еще немножко шрифт другой Seiko выбрала, он такой более винтажный. Накладные мощные объемные метки, вот эта вставка такая, да, с покрытием черным на безеле. Ну, это красиво, это красиво. И вот это вот легендарное плетение, да, это, конечно, да. И по сути дела, знаете, такая даже коллекция, я бы сказал, проследить историю дайверских часов от Seiko. А хотя, с другой стороны, смотришь на капитана Уилларда, и вот в черном цвете, такой прям стелс, такой модный, современный. Ой, хорош, а.
Ну что ж, я надеюсь, что вы этот ролик не смотрите перед сном, потому что вот такая тройная красота от Seiko, это, конечно, тяжело, знаете, не заснешь, не заснешь. Красота, очень круто. Я вот раньше эти часы видел только на картинках, на рендерах, и как-то на рендерах оно, ну вот скучновато, вживую берешь каждые часы. Это всегда характерно для Seiko, да, вживую они выглядят по-другому и ощущаются по-другому. Это, конечно же, характерно именно вот для дорогих и там средней ценовой категории. Это вот прям совсем по-другому. И такие черные с оранжевым Seiko, прям, ой, красотулечка-то, красотулечка. Ну, я бы сказал, что, наверное, да, это все-таки такая вот уникальная возможность эти Seiko и раздобыть, показать на канале, и в целом то, что они, в принципе, продаются в России, да и к тому же тут Новый год не за горами, да, такие празднички, и часы, я бы сказал, очень даже праздничные для Нового года. Ну что ж, на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.